Неужели зима у нас заканчивается, да, Артем? Сегодня, кстати, такой день, что у нас на улице теплее, чем дома. Еще ночью было холодно. Ну, до этого вообще всю неделю было холодно. У нас дома стыл. Внутри у нас где-то +3, на улице уже +7. Мы даже открыли окна, думаем, может, хоть как-то воздух побыстрее поменяется. Прям сильно потеплело, прям было -3, стало +3, прям жара настала. Не, ну почему? На Теперь, улице обещают уже до +10 будет днем. да, обещают, что на улице станет наконец-то тепло, но солнце так и не появится. Ну, это чисто по-французски, я считаю, потому что зима, она должна быть дождливая, прохладная, без солнца. Ну, здесь вот так. Но даже в +3 мы решили, что нужно выйти, хоть что-то поделать, потому что стройка из-за того, что холодно, она не должна стоять на месте. Правильно, Артем, я говорю? Да. Я правильно говорю. Я уже отбил уровень, где будут висеть наши навесные шкафы. Здесь я прикрутил пару реек, так сказать, усилить, чтобы нам было к чему потом прикручиваться, когда мы будем вешать наши шкафы. Давай с тобой пенал передвинем куда-нибудь сюда. Но он очень тяжелый, я не хочу его двигать его. Я думал, просто это двинуть. А, просто двигать? Ну, давай сюда поставим. Или просто сюда поставим. Да и Ну, всё. давай, хорошо. Он очень тяжелый. Ну, слушай, я не уверена, что там прям теплее становится от того, что окно открыто. Ну ладно, пусть будет. Но так-то все вот эти дни, что было холодно, мы с тобой не сидели без дела. Сейчас сезон скидок, я об этом уже рассказывала и в шортс, ну и так, в постах. В общем, мы были в активном поиске всякого разного кафеля. Конечно, тот, который подешевле, и тот, который поинтереснее. Мы с Артемом за это время успели посетить несколько профессиональных магазинов, которые занимаются только кафелем. И были весьма удивлены. То есть мы почему-то считали, что если мы в скидке придем в магазин, в любой, в данном случае в магазин кафеля, и там будут вот лежать вот эта вот итальянская плитка по скидке там 70%, забирайте там, как горячие пирожки будут расходиться, ничего подобного. Весь кафель был от 40 евро за квадратный метр. Но, во всяком случае, тот кафель, который нам нравился. В одном магазине вообще только 40. Мне кажется, у него от 40 и выше было. Что самое интересное, помимо того, что он очень дорогой, нам еще пришлось бы ждать недели 3-4. Вот, чтобы его привезли. То есть в наличии у человека нет никакого кафеля. Вообще никакого. Нужно только заказывать. Я люблю, когда появляются кухонные столы, сразу появляется место, где можно что-нибудь отпилить, отрезать. Удобно. Так. Так вот, и мы, в общем, даже немного смирились с тем, что, возможно, нам придется потратить на кафель больше, чем мы планировали, больше, чем мы хотели, не планировали. В общем, посчитав примерно, сколько нам нужно денег, мы успокоились и поехали домой. Ну, соответственно, ничего не заказали, никаких вариантов нам не было предложено. Мы просто поговорили и поехали домой. А на следующий день мы решили с Артемом прокатиться до нашего магазина Брикарама. Брикарама, я их путаю, там то брикоман, то брикарама, то конфорама, то всякие разные рамы. Обычно мы там ничего не покупаем, потому что там дороже, чем везде, и мало что есть интересного. Но в этот раз нам повезло. Там был очень интересный кафель, видимо, были какие-то остатки. Вот, там был кафель, я покажу только такой, я другой показывать не буду, сюрприз будет. Да, Артем? В общем, мы купили классный кафель, я считаю, очень симпатичный. Написано, что он made in Italy. По 8 евро за квадратный метр. Ну, то есть дешевле, чем 40 евро за квадратный метр получилось. Классно. В общем, мы довольны. Вообще, мне кажется, что в последнее время скидки какие-то не такие, чтобы прям скидки. Мне кажется, какое-то время назад, еще, может быть, лет 5 назад, заходя вот в эти скидочные недели, ну, во всякие строительные магазины, были прям такие существенные скидки. Сейчас все свелось к тому, что они по центру зала сваливают все, что типа не продалось, я не знаю, ну какие-то, может быть, витринные образцы, делают такие большие тумбы, туда все это дело накладывают, ну и люди ходят, ковыряются, что-то выбирают. А вот чтобы прийти действительно там какие-то классные вещи стояли, какие-то стройматериалы со скидками, что-то такого как бы и нету. Кстати, фирма вот эта Идея Керамика, это довольно неплохая фирма, у них классный есть сайт, на этом сайте есть шоурум, есть это 3D визуализация, можно посмотреть, как выполнены ванные комнаты из этого кафеля, и там все довольно красиво. И мне кажется, что вот они в Брикараме продают этот кафель, когда вот он просто у них на стеллаже вот так вот лежит, там несколько плиток,
Они как-то, мне кажется, даже продавать его не умеют, потому что люди приходят, они даже себе представить не могут, как бы, что из этих плиток можно сложить. Но по такой цене уходило все. Но потом, не, ну, вообще было интересно, потому что я заехал туда утром, буквально часов в 9, магазин только открылся, и они, получается, только этот кафель как бы весь выставили. Ну и люди начали ходить, и все как бы останавливаться. Я тоже сначала пошел в ряды там, где продается кафель, смотрю, что скидок никаких нету, потом уже начал уходить и увидел, что его поставили по центру зала. Вот, пошел смотреть, смотрю какие-то смешные цены, там очень много кафеля было в порядке 8 евро за квадрат. И люди начали... Вот. И люди прям сразу сориентировались, и я смотрю, что я пока хожу, а люди уже начинают грузить. Один даже кто-то, покупатель пришел, он только увидел этот кафель, сразу позвал этого продавца и сразу забрал 3 палета. Мне кажется, он даже не смотрел толком, что это за кафель. И я тоже быстренько пошел, схватил телегу, нагрузил 20 квадратов сначала одного кафеля я увез, потом приехал домой, думаю, не буду сидеть, хотел пообедать, потом думаю, пойду забирать типа следующую партию. Поехал, забрал кафель на следующий санузел, еще 20 квадратов, чтобы машину сильно не перегружать. Вернулся домой, потом мы возвращаемся с Машей, как раз хотели взять плитку 60 на 60, такой белый мрамор, хотели из нее положить на кухню вот этот фартух, потому что удобно, как бы плитки по 60, сразу полки на них. Вот, но третью ходку, когда мы делали, уже этого кафеля не было, и вообще, в принципе, уже никакого кафеля почти не было. Мы еще набрали немного, ну, это типа плитка под искусственный камень или под искусственные брусочки деревянные, не знаю, как назвать. Думаю, выложим под барной стойкой, в общем, с той стороны зала. Вот, и все. Да, буквально мы, наверное, полдня вот это все возили туда-сюда, пока мы ездили. Все, что было в магазине, вот это вот все, что они выставили, весь кафель, его весь распродали, осталось буквально там какие-то остатки. Ну, посмотри в той книжке, как насчет вытяжки, как там отдельный автомат должен быть или нет. Где мне это смотреть? Где смотреть? Вот это? Смотри. Так, давай сверло длинное, сейчас просверлим пару дырок. Я вроде вывел на кухню кучу проводов, и все равно недостаточно. Вот, сейчас я задумался над тем, что я сначала хотел взять напряжение для вытяжки от розеток, но что-то я почитал, что вроде бы так можно, но все-таки рекомендуют, чтобы у вытяжки был свой отдельный автомат, поэтому сделаем все-таки, ладно, еще один провод на всякий случай отдельный. Потом у нас на кухне должно быть 6 розеток, которые, ну, над столешницей. С этой стороны 6. Ну и получается каждый электроприбор, типа печка, холодильник, посудомойка, у всех должен быть свой отдельный провод. И провод 6 миллиметров квадратных. На плиту. Да, и коробка, получается, для плиты. И самое, что интересно, что даже если в доме газ, если у вас будет стоять газовая как бы плита, то нужно делать как бы 2 розетки. Одну мы делаем просто для розжига, то есть, ну, обычно, когда у нас газовая плита, да, для электророзжига. А вторую, такую с проводом 6 мм, все равно нужно делать на тот случай, если человек захочет поменять, к примеру, варочную поверхность, у него должна быть возможность подключиться вот к такому мощному проводу. Вот так. Так что сейчас будем сверлить. Это получается у нас... Это получается у нас уже вторая бухта 100-метровая. Интересно, если ее хватит, то на такой дом, да, примерно 200 метров провода надо. 6,5 метров, давай, я кручу. 6,5, ну так ты вот рулетку на возьми. Так. Ты можешь присесть, чтобы он на полу спокойно лежал. А, точно. И отсюда еще 1,5. Тык. И где-то здесь. Ого, мне сколько придется тянуть. Ну. А уже вылез. Давай.
теперь понимаю, почему написано, что нужно, вот, зайдя вот в этот вот технический короб, все гофры уже можно типа убирать, потому что такое количество огромное проводов, они с гофрами, мне кажется, наверное, в этом коробе даже не поместятся. Сейчас дальше будем нашивать вот так вот рейки и зашивать все это дело гипсокартоном. Хочется это все уже закрыть, все эти коробки для розеток вывести, и дальше должно быть полегче. Вообще для меня вот эти вот комнаты, как кухня, санузлы, это такое самое трудное. Здесь, как обычно, у нас много всяких розеток, коммуникаций, вода, канализация. В общем, много с этим мороки, когда просто жилые комнаты, делаешь отделку, там все намного попроще. Думалось мне, что на этой стенке вообще можно обойтись без гипсокартона. Мокрые, тяжелые такие, надо чуть по суше найти. Вот. Но потом я, когда увидел это количество проводов, представил, что все эти провода надо заштробить. Решил, что проще сделать обрешетку, нашить гипсокартон. По привычке я уже все, что прикручиваю к этим кирпичам, все это приклеиваю на жидкий гвоздь. Может, оно, конечно, и не обязательно. За одной рейки крепить удобнее, когда ты ее приложил, и она сразу приклеилась. Хотя вроде вот эти дюпеля Fisher, они прикольно держат и даже в этом кирпиче. Молодец, смотри, сколько ты без меня сделал. Я тебе компанию привела, чтобы тебе скучно не было. Иди сюда, иди сюда. Привет, привет, привет. Давно не был на стройке, да, Войт? Где папа? Где папа? Вот он, Войт. папа. Тём, может, надо свет включить? Как-то темновато, мне кажется, становится. Уже пора. Вообще, конечно, у нас темнеет очень-очень рано. Буквально, да, сколько сейчас время? 4, не, ну да, 4 часа уже на улице. Как-то темновато. Мне кажется, одного из помощников надо везти домой назад. Аксель, поехали домой? Нет? Ну ты куда? Это большой сильный велосипед для тебя. Ну что, сейчас крепим гипсокартон и все? Можно кухню вешать? Это да. Когда обрешетка готова, крутить гипсокартон, это уже такое чисто одно удовольствие. Самое простое, да? Ну, А сколько там листов будет? да, ну сколько? Надо все убрать же, да? 2,5. Это вообще немного. Там больше дырок, чем листов. Я бы вот, если бы могла передать разницу температур в доме внутри и на улице, вот так вот через камеру. Это просто здесь весна, а здесь зима. Здесь вот плюс, я не знаю, 10, а здесь плюс 3. Может, пойдем на улицу что-нибудь поделаем, Артем? Это у нас кабели для духовки, да? Ну да. Это кабель для духовки, это будет для розеток. А это И микроволновка. микроволновка, да? И здесь еще пойдет у нас для вытяжки. Вот такой красавчик. Что, я понесла? Ага. Не, ну я бы, мне кажется, донесла. Так, у меня низ. Я так и поняла. Я, как обычно, беру Опа. неправильно, да? Ну да. Как это Ага, неудобно, да? А большой лист вообще неудобно будет. Ага. Так, просто нужно сразу правильно заносить. Так, мне куда? А ты тут дырку сделал? Да. Вот, нашла. Там тоже вроде нормально. Ну вот, уже веселее, Вообще очень сильно весело. когда стенка зашивается. А вот на эту стенку, получается, будем уже клеить, да? Здесь Сюда уже. приклеим просто, да. Да, хорошо. Куда? Вот тут прям, Положить? ну, Ага. Этот перевернуть? Так сразу говори, как переворачиваем. Давай с этого. Давай. А то я опа. все время не за тот край берусь. Так. Вот так. Рисуем. Вставляйся. Есть. Я готова. Так.
Но все равно электрика это очень долго. Мне кажется, что я бы не смогла быть электриком. Примеряем. Вот эта штука вообще, конечно, леграндовская, она намного прикольнее, чем у те, которые я подешевле покупал. Так, о, четко. Так, 190. Смотри, какой красивый крест я нарисовал. Чтоб ты не промахнулся. Так, ну что, понесли. Бери вот этот край, заноси туда. Ну, ты сейчас опять ругаться будешь, что я неправильно несу. Давай. Даю. Пум-пум-пум-пум-пум. И поехали. Он такой тяжелый. О, даже что-то получилось, смотри. Вот, чуть-чуть Давай. ближе. Вот так. Держу. Держишь. Два с половиной листа прикрутили, целый день работает из этих розеток всяких. Опа. Что я понимаю? Вон то? Вот это? Да? О, Так. Это. Иди Точно сюда. это? Вот это бери. Ну, точно так же, как тот. я уже забыла, как тут. Поехали. Тут всего лишь день работы. Ты говоришь, целый день работы. Всего лишь день работы. Раз, два, считай, 3, 4, 5 розеток. Целая стенка на кухне. Всего один день работы. Если бы каждый день так, Не, ну на самом деле, мне кажется, строить новое, это намного быстрее, чем ремонтировать старое. это да. Ставь. Так, все, Артем, закрываем окна, закрываем двери. Уже конкретно стемнело, уже пора ехать домой. Всем пока.